Привет всем, с вами Эндумер, второй секретный уровень Alien Vendetta. Попрошу называть, конечно, правильно, хотя уже, наверное, поздно, под конец вады ее называть так, как она называется на самом деле. Короче, Alien Vendetta, 32 уровень, второй секретный, и как обещал товарищ Бивень, точнее говорил, писал в комментариях, что это будет прям там какая-то жесткая такая мясная заруба с киберами на каждом углу за место импов. Ну что ж, посмотрим, так оно или нет, поехали проверять его на прочность. Вообще, 32 уровень как-то в последнее время стараются постоянно делать каким-то жутко жутким, вот по аналогии с Плутонией, там, видимо, научились 32 уровень делать вот такими вот, как Go to Eat, когда куча мяса, и вообще это как такой последняя проща от ватника в плане того, что вот тебе второй секретный уровень, населенный такими жестокими монстрами. 32 уровень называется NG, но я помню точно, что называется No Gods, No Glory, то есть нет внутренности, нет чести. Короче, если ты не вспарываешь кибердемонам животы, то, в общем, не крутой ты мужик. 395 монстров, я надеюсь, что это не все кибердемоны сплошь. И один секрет, который сразу почему-то мне дался. Я даже ничего сделать не успел. За спиной желтая дверь. И мы начинаем смотреть. Я действительно надеюсь, что не киберами едиными, потому как странновато это будет. Ну нет, я уже слышу где-то, по крайней мере, проснувшегося Арчвайла, а значит то, что более-менее нормально. Да, вон они стоят бароны. Стоят бароны, в окружении них находится по одному Арчвайлу, и где-то вдалеке располагаются киберы. Но у меня нету достаточного количества патронов для того, чтобы сейчас с ними эффективно перестреливаться, поэтому я, наверное, пока что заниматься этим не буду, пока не найду себе какое-нибудь вооружение. Ну да. Значит, в каждой такой микробашенке ситуация практически аналогична. Можно, наверное, выстрелить, чтобы пробудить сразу всех. Но там уже начинается веселуха, киберы там дерутся там с какими-то манкубусами, с кем-то еще. В общем, может быть, лучше и не стрелять, правда, чтобы лишних арчей не будить раньше времени, пускай. Но не вышло не будить Арчвайла. Но самое главное, что я пособирал все гудис, поэтому теперь я хотя бы могу поотстреливаться нормально. Правда, пришлось пожертвовать всеми аптечками. БФГ у меня есть, все оружие у меня есть, и как-то можно пытаться начинать экспансию. Вообще, мне это очень напоминает, очень сильно напоминает мне Hell Revealed. Просто до жопы. Потому как раз-таки там вот такое вот было зачастую. То есть, как я уже говорил неоднократно, просто какая-то непонятная зона, без детализации, без особого дизайна, но куча монстров, напиханных по всему периметру, и преимущественно сильных монстров, поэтому это как-то уже не особо удивляет. Кстати, Hell Revealed находится в голосовании. Я напоминаю о том, что вы можете зайти в телеграм-канал, точнее даже не то, что можете. Понятно, что физически вы можете, что любой человек может, но я прям призываю зайти в канал и проголосовать за следующий ват, который мы будем играть основным на этом канале, но я почему это стал говорить, потому что Hell Revealed там присутствует тоже. Не лидирует пока, но все же есть, поэтому возможно. Так что заходите, голосуйте, оставляйте свой голос, это важно, потому что кто, если не вы, выберет то, во что играть будем. Возможно, некоторые из вас захотят специально выбрать Hell Revealed, потому что я слишком часто много о нем говорю, часто его упоминаю. Может быть, возможно, но... Ой, как хорошо Арчвайл сдох быстро, красиво, эффективно, эффектно. Вообще классно получилось. Вот, и может кто-то из вас захочет увидеть, что это за Hell Revealed такой, о котором столько слагается басен, легенд, сказано. И все такое, поэтому, если ты так думаешь, так считаешь, пожалуйста, заходи и делай дело. Как говорится. Так, ну что ж, осталось парочка баронов там, парочка баронов здесь. В общем-то, без арчвайлов они вовсе не так страшны, потому что арчвайлы, воскрешающие баронов, это одно из самых худших зрелищ, которые только могут быть. Вот там, кстати, удалось как-то аккуратно мастермайнду натравить на кибера, или точнее наоборот, кибера на мастермайнда, который бесконтрольно полил. Что ж такое? Ух как, далековато записался. Вот, и уровень этот сделал Андер Джонсон. Тот самый Андер Джонсон, который сделал большинство финальных уровней для этого вада. Самых таких в основном сложных, хардкорных, таких больших, крутых уровней. И, как вы наверняка помните, Андер Джонсон пришел в комментарии к, по-моему, 30 уровню, когда 30 уровень вышел.
Андер Джонсон пришел и оставил свой комментарий по поводу этого уровня, который сделал тоже он. И, в общем-то, было видеть его там крайне приятно, потому что, конечно, этого не ожидалось, то, что лично он заглянет на огонек, он же все-таки даже не русский, то есть человек, то есть, как он сам написал, не особо-то он понимает, о чем я здесь говорю и все прочее, но да, он пришел, оставил свой коммент, и вот это меня безмерно, конечно, порадовало. Он только вот этот уровень также принадлежит ему, но No Gods No Glory сделал Андерс Джонсон. Дамы и господа, поэтому прошу любить и жаловать, но пока что получается как-то вот потихоньку продвигаться, чем-то очень напоминает мне секретный уровень Спиду в Думе, который мы не так давно были, то есть тоже какие-то такие мостки, какие-то вот эти рубежи, пространства, что-то вот более-менее все напоминает как-то мне вот это. Ну и не думаю, то, что уровень особо долгим будет, потому что мы только начали, в 3 минуты идем, но 3 килл-каунтеры уже позади, уже закрыты. И надо бы мне, наверное, сохраняться почаще, я думаю, потому как сносят много, а аптечек практически нет. Красный ключ мне дали. Удалось быстренько и хорошечно убить. Ого, сколько вас здесь. Убить Кибера, не знаю, правильно я это сделал или нет. Может быть, стоило опять оставить его на ревенантов, как это я не сделал в прошлом уровне. Ну, никаких подсказок в думских уровнях никогда тебе никто оставлять не будет. О том, что вот, Кибера надо поберечь, сейчас выйдет толпа ревенантов, и они тебе пригодятся, и он тебе, точнее, пригодится. Об этом никогда не известно изначально, поэтому всегда так и получается. И данный случай не исключение. Стоило мне убить Кибера, пройти, взять красный ключ, как все эти ревенанты высыпали наружу, и пришлось вот драться с ними отдельно. Не знаю, правильно ли я сделал, что я убил Мастермайнда. Вообще, не совсем аккуратно я провожу этот бой. Наверное, здесь, конечно, ого. Стоило бы, наверное, от какой-то тактики больше сражаться. В том плане, что стараться как-то из-за углов, из-за каких-то выстреливать, стараться как-то, ну, в общем, аккуратнее как-то играть. Но здесь такая ситуация, что, в общем-то, я не вижу пока что такого зажималого, чтобы монстры зажимали меня так, чтобы я прям двинуться не мог, и мне приходилось прям прятаться и, в общем, не иметь возможности никуда убежать. Можно было просто зайти в телепорт и, скорее всего, телефрагнуть Кибера. Что ж, об этом я не знал. Еще одна наводка. Но я и так довольно лихо убил его, потому что он там что-то тупил, пытался, видимо, в Мастермайнда выстрелить. А я подошел и забрал его, пока он был занят совсем другим делом. Что примечательно, патронов на Rocket Launcher мне практически не дают. То есть я, в общем-то, и не могу толково с манкубусами подраться, расстреливая их же оружием. Ну или что-то около этого. Вот те киберы, которые стоят на верхотурах в отдалении, меня, конечно, знатно напрягают, ничего не скажешь. Потому что к ним подобраться довольно проблематично. Ну что ж, буду пытаться прорваться через манкубусов. Да-да, плоховато у меня это получилось. Что же придумать? Что же придумать? Вообще, конечно, не выглядит пока что это как какая-то неописуемая жесть. Все вполне реально, все вполне нормально. Но я прекрасно отдаю себе отчет в том, что дальше может быть еще больше, еще гуще. Но все равно как-то маловато монстров. А что, я где-то мегасферу успел взять, я даже не заметил. Больше, гуще, жестче в том плане, что нателепортируют сейчас кучу вот этих арчвайлов, вот это вот все начнется, что они так любят делать, авторы этих карт, вот таких вот около Hell-ревилдных. Так, я упал. А как выйти? Выйти можно, выйти здесь. Ну да, телефрагнуть Кибера явно таким методом не получится, так что ничего особо я и не потерял. О, я прям влетел в него, в этого Кибера, прям пронзил его насквозь. Я даже не ожидал, что получится, что он настолько коцанный, настолько битый. Получилось довольно забавно. Реально не ожидал, что он такой пустой будет, что я прям ударю ему с БФПшечки. Конечно, ударил я нехило в него, но я не мог предположить, что прям я войду в него не то, что как нож в масло, я прям как нитка в игольное ушко пронзил его насквозь, но ревенанты не дремлют. Неудобный бой вот конкретно с этим Кибером, потому что я... Что мне делать, то есть бить его из плазмогана, ну, неудобно же. Хотя можно, наверное, тоже, потому что так я просто заколебаюсь это делать. Можно вот так вот накидать его, чтобы никто мне не мешал, никто не отвлекал. И вполне себе спокойно убить его. Но он, конечно, будет прятаться по всем углам. Да нет, нормально получилось, довольно хорошо. Лучше даже, чем я ожидал.
Я-то думал, что сейчас я буду вообще очень долго стоять и пытаться убить его, но нет, вышло как надо. Бароны расположены таким способом в этих вот... в этих низинах, то что никогда они не будут драться с кибером. Им это вообще не интересно и не нужно. Так, вижу какие-то рубильники. А что надо? Давай еще. Давайте еще. Выпускайте мне всех мобов. Выпускайте мне вообще всех, кто есть. Будем драться. Так, ну что ж, вот этих, наверное, можно... А, нет, нельзя. Нельзя таких положить с Rocket Launcher, потому что снизу ходит очень много баронов, и я попросту не добью. Попросту автоаим будет заставлять меня бить по баронам в низине. Кто-то вот говорил недавно в комментариях, кстати, писал то, что Маус-лук читерный в том плане, что можно вести бои на длительных, на дальних расстояниях. Да, конечно, безусловно. И якобы направлять его. То есть перекрывать автоаим и стрелять туда, куда тебе хочется, вместо того, как автоаим тебе говорит. Но нет, если кто-то есть в относительной близости к тебе, там перед тобой где-то снизу, автоаим все равно будет портить тебе всю малину, как это было только что в ситуации с ревенантами и этими баронами внизу, и ничего у тебя толком не получится, в общем, с этим. Ой, как хорошо хватило патрон, прям идеально хватило патронов на этого кибера, с плазмогана его добить. Поэтому автоаим всегда будет вмешиваться так или иначе. Есть у тебя маус-лук, нет у тебя маус-лука, автоаим не дремлет, поэтому я бы не сказал, что маус-лук прям нивелирует его на корню. Да нет, в общем-то, нет. И, кстати, снова я допустил вот уже ошибку, о которой проговорил вот буквально только что. Я снова не сохранил кибера. Для того, зная, что сейчас попрет опять толпа ревенантов. Ну да ладно, справимся с ними как-нибудь и так, лишь бы патронов хватило, не ушли все патроны на этого кибера, который там беснуется, прячется по углам и вообще не хочет мне позволять убить его. Очень много патронов я на него потратил. Ну, убил и будет, ладно. Так, где-то еще была одна мегасфера, которая мне очень сильно нужна, и где-то были еще патроны, которые мне нужны вдвойне. Потому что вроде неплохо, Так можно было вот так вот, Вот так точно можно было телефрагнуть. Ну, если бы я знал, конечно, если бы я попросту все это знал. Но я попросту обо всем об этом не знал, поэтому... Ну, конечно, откуда бы мне знать? Учитывая, что я играю слепую, так скажем. Интересно, там еще одна мегасфера, если да, то я не буду туда телепортироваться, потому что здесь где-то я видел еще одну. А, нет, здесь шарик только. А, вот еще, тут дофига мегасфер. Вообще, Андерс Джонсон довольно упростил задачу прохождения этого уровня. Тем, что дал возможности телефрагать киберов. Напихал кучу мегасфер. Понятно, что здесь нет ни одного бессмертия, но... Мегасферы наше все, как говорится. И киберы, которых можно телефрагнуть, это прям упрощает дело намного. Во много-много-много раз. Ну хорошо, спасибо, что не убила, и то приятно. Да, я был прав, мегасфера здесь действительно есть. Ну что ж, я пока что одну сохраню вот тут в относительной близости. И синий шарик тоже лежит вон там, поэтому это мне сейчас будет нужно, видимо, потому что сейчас сотня монстров просто телепортируются отовсюду. Пока не спешит никто появляться. Но это не должно отвлекать меня, потому что я-то знаю, что все не так просто. А, вон они. Ой, как красиво, ой, как картинно. Вот всегда бы так, как говорится. Все, я уезжаю оттуда, что ли? Знаешь, можно было не копить мегасферы и синие шары. Но они мне не пригождались, поэтому вот так. О, сколько у вас там. Так, хорошо, что делать будем? Давайте возьмем синий. Мегасферы есть здесь, кибер. И не один, судя по реву. Поэтому я, конечно же, в первую очередь избавлюсь от элементалей боли, потому как очень неприятно мне с ними будет драться. Очень неприятно будет избавляться от их вот этих вот друзей-летунцов и парашничков. Поэтому, конечно, я сначала нажгу вот так, потому как я думаю, что это будет самая верная тактика. А если что, мегасферы прикроют меня. Нормально все получилось, правда, патроны. А я могу назад уйти? Конечно, нет. Вот тут ревенанты меня сейчас и зажмут, уклониться некуда. Один хп, практически 4. Ух, не надо, наверное, суетиться, бежать обратно. Нехило накрывают. Но, видимо, это и есть тот самый финальный бой. Отлично взял мегасферу, просто фантастика. Ну ладно, значит, попробую методично также разбивать вот этих вот арчей и прочее.
Пока ко мне вроде никто не собирается сюда приходить, поэтому я могу пострелять вот так вот с относительно безопасной точки. Не знаю, не сказал бы особо, что я проявил какие-то чудеса тактики или что-то похожее. Скорее, я просто очень не хотел оставлять элементалей боли, которые бы летали здесь и наплодили такое количество этих лосолов, что мне было бы просто не вывести. Видимо, этого я настолько сильно не хотел, что ломанулся и в итоге все сделал правильно. Видимо, так оно и было. Что ж, можете назвать это тактикой, я не обижусь. Буду даже слегка польщен. Разумеется, я не знал тактики, потому как вы видите, все для меня практически в новинку. Что здесь происходит, какое, где? Конечно, я говорил уже, что играл я в Alien Vendetta раньше. Как же бесят эти ревенанты. Вообще не дают прохода. Там еще и пулеметчики есть. Да вы что, издеваетесь, что ли? Вот, но тактика здесь была интуитивно понятной, потому что элементали боли, как и арчвайлы, это первостепенные цели, которые надо убивать вот прям максимально быстро, потому что иначе будет у тебя много проблем. Так, ну допустим, вроде ничего пока получается. Ревенанты просто задолбали. О, сколько же их здесь вообще есть. Очень много ревенантов, которые задолбали неимоверно. Я еще сохраняюсь так редко по какой-то причине, потому что, наверное, не привык особо так страдать от такого количества монстров, от такой слотерности. Где там эти пулеметчики? Кто где лазит? Вообще непонятно. Да, а Кибер, оказывается, может выходить, а я не знал, я думал, что он там заперт. А чё, что Кибер все это время там просто стоял? Может, у тебя тут что есть? Мне что-то нужно. Я что-то нажал, что-то открыл. Интересно, что там будет? Может, там бессмертие лежит? Как обычно. Обычно прятают в такие вот места. А, здесь просто выход. Ну что ж. Будь у меня очень много патронов, я бы мог сделать это долговременной огневой точкой, но нет. Конечно, нет. Я здесь долго не проторчу, это точно. А вот же еще есть патроны. Что-то вот ревенанты прям в этом уровне прям раздухарились. Прям вот вообще вот с этими ревенантами здесь нет просто житья. Что их так много здесь понаставили, что вообще кошмар. Ух, как жестко. Ничто не жестко, кроме толпы ревенантов, конечно. Андерс Джонсон знает толк в ревенантах. Это вид, да твою мать, да что ж такое? У меня вообще брони нету после того, как я до туда добегаю. Некоторые из этих ревенантов еще и спали. Дайте мне брони. Может, как-то инфайт можно создать, чтобы скинуть хотя бы половину ревенантов в себя, потому что, ну душит неимоверно просто. Вообще просыпается какой-то хейт к ревенантам. Доселе невиданный просто хейт. Давай ты, может, еще отъедешь, дружбан. Где-то еще, кажется, есть арчвайл, или мне кажется, все, дружбан отъехал. Жить стало проще, жить стало веселее, сразу, на порядок. И теперь можно уже как-то постараться подстреливаться рокет-лаунчером, водным Hell Knight весело спрыгнул сверху. Совершил акробатический трюк, буквально кульбит исполнил. Кульбит. Кульбит это когда классно, это самое, драм-партия в медюшном треке для Дума где-то встречается. Так, ладно. Вроде получилось. Ух, ну что могу сказать, как, разумеется, просто это не было, даже близко не просто, но ревенанты здесь просто дали жару. Вот никакой моб здесь не дал так просраться, как ревенанты, никакие ни арчвайлы, ни элементали боли, ни киберы, ни уж тем более бароны с хеллнайтами, от которых здесь вообще толку почти и нет. Ревенанты, столько ревенантов вышло, что вообще ужас просто. Ревенантовый рай, давно я не видел столько ревенантов в одном месте, и они мне вообще прям устроили нелегкую прогулку. А где все эти ревенанты, которые там стояли наверху? Что-то не вижу никого. Их же там до хрена тоже было. Че, еще кибер? Ну конечно, кто же еще? Держи, кибер, сразу тебе тычку, а дальше посмотрим. Ну да, посмотрели. Хорошо, хорошо получилось. Даже не думал, что так бодро получится. Здесь были в этих башенках ревенанты. Куда все попропадали, не знаю. Там еще вон даже арчва имеется. Куда попропадали все ревенанты? Их же там вообще было столько. Неужели всех развалил кибер? Или они телепортировались туда, к остальным ревенантам, которые посыпались из тех открывшихся стенок?
Очень странно. Не думаю, что они все сдохли. А, так все, остался один монстр, что ли? Это тот один кибер. Тогда, вот вам, пожалуйста. Вот и уровень. Так, а можно ли как-то... Нельзя. Ну все, кибер, будешь закрывающим. Чуть не выскочил кибер с этой платформы, с этого постамента. И все, в общем, кибер был, да, реально закругляющим. Этот бой окончен, этот уровень довольно быстро прошел, что, конечно, малость удивляет меня, но тем не менее, ладно, блин, выход четко быстрая дверь. Да, No Guts, No Glory от Андерс Джонсона пройден на 100% за 13 минут, довольно быстро для такого крутого уровня. Но я думаю, что... Ну, этот уровень мы прекрасно помним. Я думаю, что повезло мне, скорее получилось у меня как-то сделать быстро, сделать правильно и хорошо, тем, что я просто... У меня даже мысли почему-то не было в начале этого боя, вот этого финального, прятаться, что-то там как-то отбиваться, отстреливаться. У меня мысль была одна, это бежать вперед. Потому что движение жизни, если ты уйдешь от первоначальной точки, откуда ты появился, автор никогда не сделает первоначальную точку начала боя удобной и комфортной для того, чтобы выживать. Поэтому я это сразу смекнул, побежал в дальний конец и прибежал очень правильно. Увидев там элементалей боли, которые доставили бы мне огромное количество дерьма, если бы я не убил их сразу. Поэтому все получилось правильно, и бой этот относительно быстро прошел. И прошел бы, наверное, еще быстрее, если бы не такие ужасные толпы ревенантов, которые просто выбивали мне все здоровье, учитывая, что броня у меня села довольно быстро. Не видел я то, что там лежат наверху мегасферы. Если бы видел, соскочил бы, взял, было бы попроще. Но опять же, я вот говорю, этот уровень хороший, слотерный, но, честно говоря, зная все фишки, все моменты, все места этого уровня стратегии, мне кажется, его можно пройти минуты за 4. То есть он не особо сложный, он реально слотерный уровень, ты просто палишь из БФГ и все, при этом делая правильные мувы. Но получилось и так довольно быстро, я бы не сказал, что затянул. Уровень был сложный, действительно жестокий, большой слотерный, живо напомнил мне Hell Revealed. И я получил удовольствие от него, конечно, но ревенанты прям дали подпросраться, не ожидал, что так может быть, не ожидал, что так бывает, но тем не менее так и получилось. Вот. Но все вышло неплохо, хороший, крутой, козырный, приятный уровень. Если тебе понравилось это видео, ставь лайк, подписывайся на канал, нажимай на колокольчик и оставляй свое мнение в комментариях под этим видео. Также забегай в Телеграм, не забывай голосовать по поводу следующего ВАДа. Спасибо за то, что посмотрел этот выпуск, до следующих уровнях. Пока.